Привет! Я latino-музыколог, ваш переводчик латиноамериканских песен. Сегодня будет видео не про какую-то песню, а про мой город Барранкилья. Во-первых, Барранкилья — это город, основанный в 1813 году с населением 1 120 103 человек. Это самый большой город на севере Колумбии в регионе Карибского бассейна, рядом с рекой Магдалине. Это, кстати, самая большая река в Колумбии. Говоря по истории, наш город называют Золотым воротом Колумбии. И причина в том, что много первых расов связано с нашим городом. Нет, это не то, что вы подумали. И даже удалось найти подробный список того, чем особенно славится наш город. У нас есть красивейший памятник окно к миру, и я его посетил в прошлом году. Оцените фоточку. В 1824 году открывается речную навигацию в Колумбии через Барранкилью с кораблей «Фиделидад». В 1842 году открывается первый и самый потрясающий морской порт в стране. В 1871 году была самая первая железнодорожная станция и тоже самый первый поезд, который связался с морским портом. В 1885 году был первый телефон и первая телефонная компания в стране. В 1913 году был первый кинотеатр. В 1990 году был самый первый почтовый рейс и самая первая авиакомпания в стране и к Америке. Стоит сказать, что самая первая авиакомпания в мире была нидерландская КЛМ, и вторая была наша скатта, страна Авианка, самая крупная авиакомпания Латинской Америки. И самый первый рейс с пассажирами, конечно же, был у нас тоже в 1920 году. В 1920 году начинает строиться район Эль Прадо, самый планируемый район страны и, кстати, один из самых красивых, которые вы можете смотреть. В 1929 году был самый первый светофор страны. В 1930 году откроется отель Эль Прадо, самый первый туристический отель страны. В 1936 году и с открытием Бокас де Сениса Барранкилья стал самым первым морским и речным портом страны. В 2013 году Барранкилья была признана как американская столица культуры из международной службы культурных столиц. И последний. Открылся в прошлом году самый длинный и большой мост страны. Мост Пумарехо. И тоже является самый широкий мост Америки. Как вам список? Кстати, у нас проводится самый большой фестиваль-праздник страны и второй самый большой карнавал в мире. Это карнавал де Барранкилья. Мне кажется, это одна из причин, почему почти все танцуют классно. Потому что, примерно, что ты будешь делать на карнавале, если не танцевать до самого утра? Кроме того, что либо наливать ром для друзей или хорошенько выпить. Хотя, когда ты еще пьяный, может, тебе очень немного все равно, как ты танцуешь. И нет, мы не танцуем профессионально или красиво, как тут стараются. Нам вообще не важно, насколько профессионально ты можешь это сделать. Нам важно, что ты чувствуешь и наслаждаешься музыкой. Все. Например, ты думаешь, что сальса это просто крутится красиво, и это прям латино-латино. Но дома у нас сальса танцуется так. Поэтому получается очень смешно и немного обидно, если честно. Когда какая-то русская девушка мне говорит, это не сальса, ты не умеешь танцевать сальса, только потому что я не люблю крутиться. Пишите в комментариях, какой был бы ваш ответ в этом случае. Еще, одна из самых известных и красивейших певиц страны и мира – это Шакира. Самый известный модный дизайнер страны – Сильвия Чераси. Одна из самых известных и сексуальных актрис – Софья Вергара. Самый старый спортивный журналист в мире – Челито де Кастро. Ему уже 100 лет. Все эти люди родились в Барранкилье. Даже Don Omar поет про него. Говоря про спорт,
Самый первый колумбийский олимпийский медалист Хельмут Беллинград. Единственный клуб, который играл в качестве национальной сборной в Кубке Америки в 1949 году, это был Junior de Barranquilla. Единственный игрок, забивавший гол непосредственно у углового ворота в истории чемпионата мира, это Маркос Коль. Это был матч против Советского Союза, и мяч был забит у ворота Яшина. Матч закончился 4-4, несмотря на то, что Советский Союз выиграл 4-1 до минут 56. Бабушка расскажет, что после того матча была шутка «СССП», «Con Colombia casi perdemos». С Колумбией почти проиграем. Он всегда будет самым лучшим вратарем в истории. Но Барранкилья тоже будет в его истории. Самый большой стадион страны в Барранкилье. Город, где был открытие юношеского чемпионата мира в 2011 году, и Колумбия классифицировала на 5 из 6 чемпионат мира, был в Барранкилье. Однако самая первая классификация Колумбии в чемпионат мира не была в Барранкилье, поскольку данный стадион не существовал в тот момент. И, конечно же, я тоже помогаю строить историю нашего города. Самая первая официальная группа болельщиков Челси в Колумбии была создана в 2014 году, а я ее лидер. И это не говорю я, а официальный сайт Челси и остальные группы болельщиков страны, которые спрашивали у меня, как это сделать. Короче говоря, вот вам история моего города и несколько фактов, которыми мы, барранкильеros, гордимся. Если что-то было непонятно, просто пишите в комментариях, а я попытаюсь объяснить. Не забудьте ставить лайк, подписаться на канал, тоже на инстаграм latinomusicólogo, чтобы знать про идеи и контента для этого канала. Увидимся на следующем видео, оставайтесь дома, а я... Adiós.